Всем привет! В данном видео я расскажу, как подготовить свой компьютер для того, чтобы заниматься на нем программированием на C++. Для этого я специально взял чистую виртуальную машину, на которой только-только установлен Windows и там, может быть, браузер там 1.2. И сейчас я покажу, как все подготовить с нуля практически. Скорее всего, большинство из вас уже умеет это делать, но для тех, кто не умеет, я это покажу. Сначала я установлю среду разработки C-Line. Почему я выбрал именно C-Line? Потому что мне она просто нравится. У меня есть работа с другими продуктами от JetBrains, и мне нравится то, что в C-Line, как и в других продуктах, есть так называемые смарт, как называется, в общем, поддержка анализа кода. То есть, когда IDE, то есть сам текстовый редактор подсказывает, где какие там есть ошибки, и выделяет их цветом. Также поддерживает быстрый переход, когда там по Ctrl-клику можно перейти, допустим, с вызова функции на ее объявление, найти все места использования какой-то функции или переменные, сделать массовый какой-то там рефакторинг. Это очень удобно для меня. Ну, и, в принципе, если вам нравится там что-то другое, например, там CodeBlocks, то, пожалуйста, можете использовать CodeBlocks. Но я в своих видео буду именно показывать работу с C-Line. Итак, заходим в Mozilla, Firefox, ищем C-Line. Что касается платности, то C-Line это платная программа, но, в принципе, у нее есть несколько вариантов и бесплатного использования. В частности, самое, что первое приходит в голову, это 30-дневная пробная версия. В принципе, есть способ эту как 30 дней обнулить и заново использовать ее в пробном режиме. То есть так, в принципе, можно делать каждые 30 дней. И раньше я даже писал некий скрипт, который автоматизировал процесс. То есть это все занимало буквально там секунд 20-30, чтобы сбросить этот период пробный. Но, к сожалению, мне пришлось этот скрипт удалить, потому что ко мне обратился правообладатель. Вот. Ну, конечно, у меня копия осталась, но публично я не могу ее выкладывать. Так, пока скачивается. Также, в принципе, там есть для персонального использования разные тарифы. Там, по-моему, что-то около 80 или 90, по-моему, долларов в год. Самый такой простой вариант. Ну, конечно, я понимаю, для многих дорого. Для меня это тоже дорого. Но у меня есть, к счастью, ключ от моей компании, где я работаю. Так, запускается инсталлятор. Далее. Так, пускай будет сюда. Я выбираю 64-битный лаунчер. Остальное, в принципе, мне не нужно. Так, пока она ставится, сразу пойду искать MinGV. То есть для работы под Windows, чтобы программы компилировались, я буду использовать компилятор MinGV, точнее MinGV V64. Допустим, так. Так, downloads. Так, кстати, если вы используете под Linux, то вам, в принципе, это скачивать не нужно. Вы можете использовать штатный компилятор, который GCC встроенный в Linux. Так, мы выбираем вот это вроде бы. Потом сюда. И сейчас оно должно тоже начать скачиваться. Здесь пока идет установка. Сохранить. Где он? Интересно, не знаю, будет ли какая-то коллизия, если я одновременно буду ставить и то, и другое. Ладно, пока не буду ставить, подожду немножко. Ну что, готово. Так, пока мы не будем запускать C-Line, сразу поставим MinGV. Так, он тут предлагает выбрать версии, причем
Как я понимаю, это какой-то такой вот сетевой установщик, который сам в себе не содержит ничего. То есть ты выбираешь версию, а уже потом она скачивается и устанавливается. То есть версия последняя на данный момент, вот это 30 октября у нас, кстати, Хэллоуин скоро. На данный момент версия 8.1.0. Можно выбрать архитектуру. Я обычно выбираю x86-64. Средств. Вот, честно говоря, я не знаю точно, что это такое, на что это влияет. Я это пока не использовал, но оставим POSIX. Исключение, exception, SEH или CI. Вот это я не знаю, что такое, я выбираю SEH. Ну, build версия, ну, не знаю, всегда только нулевая. Так, выбираем Next. Так, куда мы будем ставить? Кстати, мы, в принципе, можем поставить несколько версий, и они все будут стоять вот в этом каталоге MinGV V64. И потом в C-Line можно будет их легко выбирать и как бы переключаться между ними. Ну, нас устраивает путь по умолчанию. Так, Next. Поскольку это сетевой установщик, он сначала скачивает вот этот вот файл установки. Это занимает довольно-таки, ну, какое-то заметное время, поэтому я сейчас включу быструю перемотку. Так, установка завершилась. Сейчас попробуем впервые запустить C-Line. Так, он показывает нам пользовательское соглашение. Читать мы его, конечно же, не будем. Нет, не посылать. Мне нравится стиль Дракула, темный. Так, выбираем Evaluate for Free. Там, кстати, еще, по-моему, для студентов есть какие-то варианты бесплатного использования. И также, по-моему, если вы разрабатываете open source какой-то проект, но там нужно подавать заявку, ее будут рассматривать, то есть, наверное, не всем одобряют. Так, вот он у нас нашел как раз-таки наш MinGV, который мы только что установили. Нашел его автоматически. Можно нажать Start Using Line. New Project. Допустим, там C++20. Допустим, тест 1. Create. Итак, у нас создался первый как бы тестовый проект. Ну, то есть вот Hello World, по сути, просто. Сейчас мы попытаемся его скомпилировать. Так, сначала у нас кнопка была неактивна, сейчас вот у нас что-то там индексируется. Сейчас уже кнопка стала активна. То есть мы можем проект скомпилировать и запустить. Запускаем, компилируем, линкуем. Все, программа отработала, вывела то, что мы хотели. Hello World. То есть, в принципе, все. Мы настроили среду разработки, компилятор и инструменты для автоматической сборки проекта. В следующем видео я расскажу, как установить и подключить библиотеку SFML, потому что в основном все дальнейшие видео будут связаны с этой библиотекой. На этом все. Спасибо за просмотр.